Уже в который раз мы летим на плато Путарана. Этот затерянный мир столь сказочно красив и разнообразен, что исследовать его можно до бесконечности. Здесь на сотни километров раскинулась земля нетронутой природы, где жизнь дикого мира до сих пор не нарушена человеческой цивилизацией. На этот раз нашими проводниками по этой загадочной земле станут местные жители, самые умные и всезнающие обитатели плато – волки. Мы надеемся, что, идя по их следу, нам удастся встретить и других представителей животного мира, понять их взаимоотношения в своей среде обитания. Мы узнаем, стоит ли опасаться волков, враг ли он всему живому, или это грозный, но рачительный хозяин своего дома. Конечно, мы понимали, что встреча с дикими волками – это большая редкость и невероятная удача. Но стремление к познанию неведомого мира воодушевляло и звало нас в путь. Повезет ли нам, и сможем ли мы среди бескрайних просторов плато встретиться с его дикими обитателями? Сейчас этого знать мы не могли. Сейчас начало марта. На дворе ниже 40. Мы поселились на кордоне Путаранского заповедника неподалеку от озера Аян, расположенном в самом центре плато. В первый же день к нам пожаловали соседи, чему мы были невероятно рады. Сначала появились кукши, заявив о себе громким щебетом. Каждое утро они радовали нас своими звонкими голосами. Их пение напоминало щебет попугаев, хотя окружавший нас мир совсем не был похож на тропики. А горностай бесцеремонно поселился под нашим домиком и тщательно контролировал запасы мусорного ведра. Его поведение не радовало нас, но не прогонять же проказника за такие мелкие шалости. 2 дня мы потратили, чтобы обустроиться и отогреть избу. И теперь, когда бытовые хлопоты улеглись, нам предстояло изучить окружающий мир и выяснить, есть ли тут вообще волки. Может быть, мы зря здесь обосновались? Погода отличная. Пошли волков искать. Ну, а по этой полочке в тот ложок и пойдем вот так вот до той вершинки. И оттуда все поглядим. Пошли. Вооружившись лыжами, мы отправились знакомиться с долиной. Верным союзником в наших поисках стал пушистый снег. На его поверхности предательски виднелись следы местных обитателей – куропаток, зайцев, песцов. Это настоящие мастера камуфляжа. Здесь, в снежном царстве, белый цвет помогает им выжить.
Слушай, это же следы волка. Совсем недавно прошел. В сторону озера пошел. Наверное, след матерого волка. А вот еще один след от нас недалеко. Где? Точно. И он тоже туда ведет. Ну пошли посмотрим. Волчьи следы оказались совсем свежими и проходили недалеко от домика. Эта находка вдохновила нас. Значит, мы не ошиблись. Волки здесь есть. И теперь нам предстояло найти их, но так, чтобы самим не стать добычей. А это зачем? Так, на всякий случай. Пусть будет. Что, пошли тогда. Воодушевленные находкой, мы решили подняться на склон и сверху взглянуть на окружавший нас загадочный мир. К полудню, изрядно вымотавшись, мы, наконец, вышли на бровку плато. Но разглядеть среди белого безмолвия хоть какое-нибудь движение нам не удалось. Ну, здесь и просторы. Пешком мы их точно не обойдем. Наше воодушевление стало быстро таять. Обойти огромную территорию, где могут обитать волки, нам будет не под силу. Неужели обнаруженные недалеко от кордона их следы – это всего лишь случайность? Дождавшись, когда мороз немного ослаб, мы отправились к озеру Аян. С самого начала нам не давал покоя один вопрос. Почему нигде нет следов оленей? Ведь если нет оленей, значит, не будет здесь и волков. Крупные копытные животные – их основная добыча. Мы надеялись, что какие-то олени все же остались зимовать в окрестностях озера. Пусто. Никого не видно. Все олени ушли. Ты слышал, Валер? Это волчий вой был. А ответь ему. Молчит. Попробуй еще раз. Не стоит. Пошли. Волки здесь точно есть. Озеро Аян расположено в самом центре плато Путарана. Это одно из самых холодных и ветреных мест плато. Порой ураганные ветра полностью сдувают снег, превращая озеро в гигантский каток. Лишившись снежного покрывала за зиму, озеро промерзает до 2 метров. Через прозрачный лед ничего не рассмотреть, ведь глубина озера более 200 метров. Поход на озеро не принес нам утешения. Видимо, олени покинули долину и ушли зимовать в Ивенкию на 100 километров южнее. А это значит, что и волки ушли вслед за ними. Теперь шансы встретиться с серыми хищниками на этих бескрайних просторах значительно уменьшались. С каждым днем мы все больше убеждались, что окружавшая нас природа была не так безжизненна, как казалось вначале. Об этом говорили следы, которые мы стали внимательно изучать. Росомаха, совсем свежий след. Росомаха – довольно распространенный зверь на Путаранах. Здесь у нее почти нет врагов. Это скрытный
и очень сильный зверь. Даже волки предпочитают с ней не связываться. Росомаха не ложится в спячку и всю зиму шастает по тайге в поисках пропитания. Уже прошло 3 недели, как мы поселились в долине. Волки не проявляли никаких признаков агрессии. Человеческая молва об их кровожадности не подтверждалась. Множество волчьих следов и территориальных меток говорило, что в долине обитает семья из 5 или 6 волков. Несколько раз мы даже слышали их разноголосые переклички. Но волки избегали встречи. Увидеть их пока не удавалось. И все же впереди нас ожидало событие, которое вселяло большие надежды. Это начало миграции оленей. С их приходом должны появиться проходные волки и активизироваться местные. Наступил апрель. Чувствуя приближение весны, олени начинают свое движение на север. В первой колонне идет более 200 оленей. Это всего лишь предвестники грандиозного движения животных, которое будет продолжаться до конца мая и станет настоящим украшением долины. Каждый год животные пересекают плато Путарана дважды. В апреле, когда мигрируют в тундру на северные пастбища, и осенью, возвращаясь обратно на зимовку в Эвенкию. С каждым днем оленей становилось все больше и больше. Животные двигались разными группами, от нескольких десятков до сотен голов. Сейчас идут только самки и молодняк. Самцы все еще держатся на юге. Они пойдут последними. Большинство самок беременны. Будущих матерей легко определить по наличию рогов. Остальные олени их уже сбросили. Как мы и думали, с приходом оленей стали появляться проходные волки. Они осторожно следовали за оленями, но, почуяв нас, быстро исчезали в лесу. В природе не бывает радужного постоянства. На Путаранах предугадать погоду невозможно. Здесь надо всегда быть готовым к внезапным переменам. Метет-то как. Пурга нам не страшна, мы сидим в тепле. А вот для животных это серьезное испытание. Такую погоду волки часто используют для охоты. Спустя 3 дня небо очистилось, и над горами снова засияло солнце. Отправившись в очередной маршрут, мы обнаружили убитого оленя. В надежде, что волки вернутся доедать брошенную добычу, мы решаем неподалеку организовать засаду. Первой появилась росомаха. Ничего не опасаясь, она по-хозяйски принялась за еду. В
Впоследствии росомаха каждый день приходила на трапезу, пока от оленя ничего не осталось. Волк, Валера, замри. Тебе ног. На, посмотри. Волк был предельно осторожен. Принюхиваясь и озираясь по сторонам, он обошел жертвенное место и, подобрав поодаль лежавший кусок шкуры, удалился. Возможно, волк почуял какие-то запахи и во избежание конфликта не стал нарушать чужую территорию. Скорее всего, это был проходной волк. Когда от оленя почти ничего не осталось, на место пира пожаловал самый солидный гость. Как говорится, надо меньше спать. В этом году ранняя весна подняла медведей еще в апреле. Проснувшись, они первым делом обходят свои владения в надежде найти морную рыбу или падаль. Сейчас начало мая. Хотя температура еще не поднимается выше нуля, наступление весны ощущается повсюду. С приближением тепла первыми начали оживать реки. Вода, пробиваясь сквозь трещины льда, растекалась вокруг, словно вулканическая лава. Намерзая, она постепенно создавала ледяную копию плато Путарана. В далеком прошлом на месте плато извергался палеовулкан. Потоки лавы растекались на сотни километров, формируя слоеный пирог. Спустя тысячелетия внутренние силы Земли вздыбили и раскололи лавовый пирог на множество островков, превратив его в страну столовых гор. Сложный рельеф, каньоны, россыпи камней сделали этот край труднодоступным для человека, сохранив тем самым свою первозданность. Сегодня этот удивительный мир находится под охраной Путаранского заповедника и причислен к памятникам природы всемирного наследия ЮНЕСКО. К середине мая в миграции оленей произошли видимые перемены. В воздухе уже чувствуется настоящее весеннее тепло, а это сигнал к началу движения самцов. Их появление в долине мы заметили сразу. Головы оленей венчали небольшие бархатистые отростки. Это панты, неокостеневшие молодые побеги. К осени они превратятся в роскошные ветвистые рога. Но до той поры надо суметь выжить, ведь у оленей впереди еще 1000 километров странствий, и неизвестно, что каждому из них уготовила судьба. Май подходил к концу. С каждым днем солнце все выше забиралось на небосклон. Длинные ночи уходили в прошлое,
а вместе с ними отступали и холода. Истосковавшись по теплу, мы впервые решили устроить завтрак на воздухе. Перед нами открывалась картина великого переселения оленей. За 2 месяца наблюдений за миграцией оленей мы никогда не находили на месте охоты волков больше одной жертвы. Это доказывало, что серые охотники никогда не убивают ради забавы. В дикой природе редко встречаются бессмысленные убийства. Здесь все подчинено строгому закону выживания. Тепло стремительно захватывало Путараны, стирая белые краски со склонов гор. Прошло больше 2 месяцев, как мы пытаемся наладить контакт с волками. Но пока это были только случайные и непродолжительные встречи. Поэтому мы решили искать в тайге волчье логово. В это время в семье уже должны появиться волчата. Свое жилище волки всегда строят вблизи воды. Щенкам нужно много пить. Следуя этому правилу, мы первым делом принялись обследовать места вдоль реки. Пригодных мест в долине, где волки могли бы вырыть логово, не так много. Участки с мягким грунтом здесь встречаются редко, в основном возле реки. Ну что, пусто, ничего. Показалось. Пошли. И вскоре в речном обрыве мы без труда отыскали просторное логово, но оно оказалось пустым. Да, интересно, что далеко уходит. Первый зал, там второй. Обследовав местность в радиусе 100 метров, мы обнаружили еще одно очень старое жилище и 3 в хорошем состоянии, но и они были пусты. Лера, иди сюда, я еще одно логово нашел. Очень пустое, следов нет, ничего нет. Не жили они в этом году здесь тоже. Видишь, дождь прошел, ни одного следа. Почему волки не захотели селиться здесь? Вероятно, главной причиной было наше внезапное вторжение в их мир. Это подтверждало тот факт, что волки очень осторожные животные и всячески избегают жить рядом с человеком. Мы решаем вести поиски в более отдаленных местах долины. Не шибко удобно. Чуть-чуть. Напугало-то, а? А у нее гнездо здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 штук. Куропатка. В период гнездования самки куропаток полностью меняют оперение, и заметить их на гнезде практически невозможно. А вот самцы еще долго будут оставаться в белом наряде. Своим ярким видом они привлекают внимание хищников, уводя их от самки и гнезда. Таким вот образом природа заботится о потомстве, принося в жертву самцов. В начале лета у мелких птиц появляется потомство. С первых минут малыши требуют к себе повышенного внимания. Птенцов нужно согревать и постоянно кормить.
Этими хлопотами неустанно занимаются оба родителя. Птенцы куропаток лишены подобных забот. Как только малыши рождаются на свет, они сразу следуют за матерью и сами добывают себе пропитание. Эти пушистые крохи стремительно растут и крепнут изо дня в день. Спустя неделю цыплята уже смогут перелетать на небольшие расстояния, а через месяц станут самостоятельными птицами. В поисках логова мы все дальше забирались в тайгу. Следов активной деятельности волков становилось все больше. Повсюду встречался помет, шерсть, кости оленей и даже их собственные останки. С каждой новой находкой нам казалось, что мы на верном пути. Еще немного, и мы найдем обитаемое логово. Но наши ожидания пока были далеки от реальности. Волки все время ускользали от нас, и понять их было сложно. Не шибко. Какой-то молодой, видать. Еще, да? Шесты от чума валяются. А вон там и чум стоял, кострище. Бродя по тайге в поисках логова, мы убеждались в том, что в прошлом эта долина посещалась людьми. Это были эвенки, коренные жители здешних мест. Их еще называли лесными людьми. Эвенки были оленеводами и охотниками, и вся их жизнь проходила в скитаниях по тайге. Они были искусными мастерами по обработке дерева. Мы часто находили предметы их ремесла. Мясо резали на них. Или шкуры выделывали. Следы ножей. Хорошая штучка. Ну вот, хорошо видно. К середине 20 века эвенки перестали кочевать и стали жить оседло в поселках. Но с появлением вертолетов в эти места проник просвещенный человек. Он принес с собой потребительскую культуру и жестокие орудия промысла. Но, к счастью, эта экспансия была недолгой и окончательно закончилась с созданием Путаранского заповедника. 72, кстати. 72-22. Мы продолжали безрезультатно бродить по затерянным уголкам долины. Порой мы забирались в такие места, где нам открывался завораживающий мир водопадов и скал. Возможно, плато Путарана — единственное место на Земле, где на единицу площади приходится такое их количество. Здесь у каждой реки есть свой неповторимый по красоте и силе водопад. Шли дни, а поиски не давали нужных результатов. Происходила какая-то мистика. Следы есть, а самих хозяев нет. Было ощущение, что нас окружают фантомы. Впрочем, мы не сильно огорчались. Так ли это важно? Обязательно встретиться с серыми хищниками. Нельзя вероломно вторгаться в чужой мир и добиваться своей цели. Природа всегда ищет равновесие. Волки позволили нам пройти по их следу
и увидеть фантастический мир плато Путарана. Они наверняка были рядом, видели нас, но все же оставили нас наедине с таинственным безмолвием плато. Они не знали, что мы пришли с миром, но их можно понять. Дикие звери всегда остерегаются человека, даже если превосходят его в силе. Человек – царь природы, и его надо бояться. Мы покидаем плато, прощаемся с его обитателями. Бесконечная красота этого края переполняла нас. Чувствовать гармонию природы и понимать ее смысл – это невыразимая радость. Это состояние, к которому всегда хочется стремиться. Остается надеяться, что человек будет приходить сюда только с добрыми намерениями. Ведь нетрудно понять, что только от нас зависит, останется ли в будущем плато Путарана таким же прекрасным и нетронутым уголком первозданного рая на просторах великой России.